В России за ее недолгую демократическую историю президентов было не так много, всего 3. И каждый нам запомнился по-своему. Даже Дмитрий Медведев. Но есть страны, где президентов было столько, что каждый не то что по-своему не запомнился вовсе. Например, в США, где за всю историю государства президентов было аж 45. Однако сегодня мы поговорим о том американском президенте, которого помнят примерно все и помнить будут еще долго. Это Франклин Делано Рузвельт, или просто FDR. Одна из ключевых личностей в истории Америки и мира. Рузвельт дошел до вершины политики, будучи инвалидом и этого стесняясь. Он вытащил страну из худшего экономического кризиса в истории и привел к победе в страшнейшей войне. И в процессе не забывал держаться за власть, нарушая все нормы, правда, в итоге ему это простили. Перед тем, как перейдем к основному ролику, только напомню, в описании ссылка, как обходить блокировки в России, мы ее регулярно обновляем, спонсор рубрики VPN Liberty. Сейчас там предлагают 30 дней бесплатно, без привязки к карте, попробуйте. Франклина Рузвельта вполне заслуженно считают защитником рабочего класса и бедных американцев, хотя сам он вырос в совсем не бедных условиях. У Рузвельта были известной семьей с солидным влиянием в политике штата Нью-Йорк. Президентов эта семья произвела целых 2. Другой – Теодор Рузвельт, не просто однофамилец, а дальний родственник Франклина. Теодор, кстати, был республиканцем, а Франклин стал членом Демократической партии. Он окончил Гарвард и Колумбийский университет, а затем работал юристом. Уже в 28 лет он избрался в Сенат штата Нью-Йорк, а во время Первой мировой работал заместителем министра военного флота. В 1921 году карьера Рузвельта приостановилась из-за здоровья. Он отдыхал с семьей в Канаде и неожиданно словил жуткую болезнь с температурой, болями во всем теле и параличом. Все было настолько плохо, что даже появились опасения, Рузвельт может умереть. В итоге будущий президент вылечил все, кроме паралича. У него отказали ноги. Сейчас есть мнение, что это было аутоиммунное заболевание, но диагноз ему тогда поставили полиомиелит, от которого тогда еще не было вакцины. В итоге всю оставшуюся жизнь Рузвельт проведет в инвалидном кресле, максимально скрывая этот факт. Будет избегать фотографий с ракурса, где кресло заметно, умалчивать о своей инвалидности в разговорах и в речах. Рузвельт считал, что болезнь помешает его популярности и продолжению политической карьеры. Тогда инвалиды стигматизировались сильно. В середине 20-х он снова стал, однако, участвовать в съездах и конференциях партии, а в 1928 избрался губернатором штата Нью-Йорк. Совсем скоро в страну пришел главный враг Рузвельта – Великая депрессия. Великая депрессия становится крупнейшим экономическим кризисом, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. Она началась довольно внезапно. Предыдущее десятилетие, ревущие 20-е, создало у людей впечатление, что все всегда будет хорошо. Рынок летит вверх, экономика только вперед, а деньги в карманы. Все резко оборвалось в 1929 году. Рынок рухнул, банки начали закрываться из-за невозвращенных займов, остановили работу фабрики и фермы, курс доллара обвалился, началась дефляция. В одночасье людям буквально стало нечего есть и негде работать. На пике Великой депрессии в Соединенных Штатах безработным оказался каждый 4-й. И вот на таком фоне Рузвельта выдвигают в президенты. Против него идет действующий президент-республиканец Герберт Гувер, но у него заведомо неудачный период. Американцы вполне справедливо винят его в том, что он ничего не сделал с экономическим кризисом. В итоге Рузвельт избирается в 1932. Как же он планирует победить Великую депрессию? Конечно, силой коммунизма. Ну, не коммунизма, а социализма. И даже не особо социализма, а просто госпрограммами. Все вместе это называлось новым курсом. Новый курс означал серьезное вмешательство государства в экономику. Вступив в должность, Рузвельт сначала просто закрыл все банки в стране на несколько дней, чтобы остановить панику. Затем создал комиссию по ценным бумагам, которая взялась регулировать рынок акций. А Конгресс принял закон, по которому один и тот же банк не мог быть и коммерческим, и инвестиционным. Позже Рузвельт начал борьбу с безработицей, дал людям работу в государственных агентствах. По знакомой нам традиции агентства, созданные администрацией Рузвельта, назывались по аббревиатурам, отчего их прозвали алфавитными. Одним из них было CCC – Гражданский корпус охраны природы. Туда брали молодых мужчин, которые обустраивали национальные парки, прокладывали сельские дороги, строили мосты, аэродромы и плотины.
AAA, администрация регулирования сельского хозяйства, выдавала фермерам субсидии и скупала их товары, которые не брал рынок. WPA, администрация продвижения работ, была похожа на AAA, но строила инфраструктуру и в городах. Школы, больницы, библиотеки. Все, что можно представить в обычной жизни американца. Более того, один из проектов WPT вообще занимался искусством. Туда позвали художников, актеров, музыкантов, которые тоже сидели без работы и без денег. Самая известная программа нового курса, оставшаяся в Америке до сих пор, это Social Security. Проще говоря, государственный пенсионный фонд. Такого в США прежде не было. Старики жили на свои сбережения, а если не было сбережений, то и не жили. Social Security не готов трогать никакой нынешний республиканец, даже самый радикальный. Можно что-то урезать в здравоохранении или пособиях, но Social Security ни при каких обстоятельствах. На эти деньги реально живут люди и, что важнее, избиратели. В процессе всего этого государственного вмешательства Рузвельт осознал, что с народом о происходящем лучше говорить напрямую, и фактически изобрел политический подкаст. Как это было, посмотрим после того, как я скажу пару слов о моей книге о Второй мировой войне. Посмотрите и, может быть, приобретите. Нельзя отрицать, Вторая мировая до сих пор продолжает влиять на нашу с вами жизнь. Ее эхо проходит сквозь поколения. В честь победы в России названы улицы, по всей стране раскиданы около 1000 мемориалов вечного огня в память о погибших солдатах. Да и по всему миру вы то там, то тут увидите памятники Второй мировой. В Лондоне, Берлине, Чехии, на Гавайях и Окинаве, в Ухане, Пхеньяне, Сингапуре, почти повсюду. История Второй мировой – это наша с вами история, и для тех, кто хочет в ней разобраться, мы решили создать собственный такой учебник с максимально консенсусными историческими данными и красивыми иллюстрациями. И это первый том нашей серии. Над ним работала та же команда, что делала сериал по Второй мировой на моем канале. Мы проверяли каждую деталь, посмотрели сотни архивных фотографий, чтобы иллюстрации в книге были максимально точными. Создание первого тома заняло у нас 7 месяцев, и это без учета наработок, сделанных в процессе создания сериала. А мы над ним работали 4 года. Первый том рассказывает о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти, как началось все с аншлюза Австрии, а потом дошло до захвата Польши и Франции. Что делали Британия и СССР, как именно началась Великая Отечественная. Книгу мы сделали максимально, интересно и легко читаемо. Она вся с иллюстрациями. На каждой странице иллюстрация, которую мы делали, вложив в это много сил и внимания. Доставляется книга по всему миру, кроме Беларуси. Это не тот случай, когда надо ждать выхода всей серии. Создание второго тома мы будем финансировать из продаж первого. Так что покупайте книгу, у нее отличное качество, тем более скоро праздники, прекрасный будет подарок. Вы также можете поддержать наш проект. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам второй том из самого первого тиража. А за пожертвование в $1000 ваше имя окажется в списке благодарности в конце второго тома, и вы получите его с моим автографом. Важно добавить, покупать книгу в России законно, вы ничего не нарушите, купив ее. Покупка это не конфиденциальная. Могут, например, утечь базы службы доставки, как уже бывало. Секрета тут сделать не выйдет, но мы продаем книгу легально и законно, покупатели ничего не нарушают. Ссылка в описании. Надеюсь, вам понравится книга. Нам еще 2 тома предстоит делать, и мы в значительной степени делаем это на доходу от продажи первого. Так что покупайте. Продолжаем мы с роликом. Мы говорили о том, как Рузвельт поднял США с колен после Великой депрессии с серьезным включением государства. А еще практически изобрел политический подкаст. В то время радио уже довольно широко распространилось по Америке. Когда случилось крупное событие или принимали важный закон, президент сам садился у микрофона в Белом доме и заводил шарманку, которую транслировали на всю страну. Получалось хорошо. Рузвельт говорил нормальным человеческим языком о вещах, которые всем были важны. Поэтому его радиоэфиры были очень популярны. В прессе их окрестили «беседами у камина», настолько они были человечными. А новый курс тем временем делал свое дело. Безработица стабильно сокращалась, экономика росла. Естественно, из-за обширных программ рос госдолг, а консерваторы были недовольны, что у государства теперь было так много контроля над экономикой. Мол, опасно, рынок все же эффективнее. Но, как было видно по самому факту Великой депрессии,
На этом этапе рынок эффективнее не оказался, и избиратели были на стороне Рузвельта. В 1934-м демократов в палатах Конгресса стало больше, чего почти никогда не бывает на промежуточных выборах. Ну а в 1936-м Рузвельта переизбрали на второй срок с огромным отрывом. Новый курс работал и практический, и политический. Но все же окончательно экономика так и не восстановилась. До самого начала Второй мировой войны, во время которой штатами руководил тот же Рузвельт. Франклин Рузвельт был президентом Соединенных Штатов целых 12 с лишним лет. А избрался вообще на 16, то есть 4 срока подряд, но умер во время последнего. 4 срока — это, как мы знаем, больше, чем 2, разрешенные в США. И Рузвельт вообще единственный, кто был президентом Америки дольше 8 лет. Как так вообще вышло? Дело в том, что во времена Рузвельта ограничения на 2 срока еще не было. Президенты просто следовали традиции, которую задал Джордж Вашингтон — не засиживаться дольше 2 сроков. Общественное мнение тоже было на стороне неформального ограничения. Американцы свою демократию ценили, как и принцип сменяемости власти. У нас тут не Европа, знаете ли, мы своего короля скинули, и новые нас не интересуют. Находились, конечно, президенты, которые пробовали избраться в 3-й раз, в том числе и родственник Рузвельта Теодор, но выборы они проигрывали. А у Франклина получилось. Его 3-е выборы были в 1940 году, когда в Европе уже шла Вторая мировая. Чтобы пойти на 3-й срок, Рузвельт устроил цирковое представление. Тогда еще не было праймериз, кандидатов выдвигали делегаты на съездах. Так вот, перед съездом Рузвельт вместо официального выдвижения отправил делегатам сообщение. Мол, президент на выборы не хочет, выдвигаться не будет, голосуйте сердцем. Все помолчали, поразмышляли, а потом из динамиков раздался громогласный клич: «Мы хотим Рузвельта!» Вышли запланированные демонстранты, лидеры отделений демократов в Штатах тоже требовали Рузвельта. Короче, полное шоу. И оно сработало. Рузвельта выдвинули, и он благополучно выиграл. 4-й срок он получил в 1944-м, когда Америка уже 3 года воевала против Германии и Японии. Война тогда уже шла к победе, так что избиратели радостно дали Рузвельту еще 4 года. Народная любовь и никакого мошенничества. Выиграл он абсолютно честно, хоть и нарушил давнюю традицию не засиживаться в кресле. Помимо того, что Рузвельт провел в Белом доме гораздо больше классических 8 лет, он старался расширить свою власть другими методами. Связано это было с теми самыми законами нового курса. Они были радикальными, но в Конгрессе у Рузвельта особых проблем не возникло, и в Сенате, и в Палате представителей у демократов было неприличное по масштабам большинство. Проблемы начались с 3-й ветви его федеральной власти, с Верховным судом. Тот имел право законы признавать неконституционными, после чего они просто перестают действовать. Так и произошло с несколькими законами нового курса. И казалось, что уж с этим Рузвельт сделать ничего не сможет. Судьи Верховного суда служат пожизненно, от них нельзя просто взять и избавиться. Но Рузвельт таки нащупал лазейку. Дело в том, что число судей Конституция США не устанавливает. Конгресс когда-то принял закон, что их должно быть 9, ну их и было 9. Но ведь никто не запрещает принять новый закон, что судей должно быть больше. Рузвельт со своим демократическим сенатом могли бы просто назначить на новые места лояльных людей. Вокруг пальца за одно заседание. Этот гениальный план, который окрестили «упаковкой суда», так и не реализовался. Демократы в Сенате встали в позу и сказали «посмотрим», и в итоге так и не довели законопроект до голосования. Такой открытый захват суда им показался слишком уж наглым. Однако Рузвельт цели своей все-таки добился. В процессе обсуждения закона один из 9 судей переметнулся и проголосовал за новый курс, чего хватило для одобрения. Точные причины его философского перехода неизвестны, но вполне вероятно, что это была осознанная уступка – одобрить несколько законов, чтобы Рузвельт отстал от суда и больше не покушался на его независимость. Когда в Европе началась Вторая мировая война, в Америке еще был популярен изоляционизм. В 30-е, уже при Рузвельте, Конгресс принял несколько законов о нейтралитете. Они сводились к тому, что Гитлер, конечно, Гитлер, но это не наша война. Поддерживать никого нельзя, продавать оружие нельзя, денег давать тоже нельзя, и неважно, кто кого атаковал, плохие все. Мы типа против войны в принципе. Однако сам Рузвельт был убежден, что идет битва добра со злом, и что добру надо помогать. И для начала смог выдавить из Конгресса пусть одну, но все-таки уступку. Разрешение продавать оружие, но только если покупатели сами приедут и заберут его, а также сразу заплатят. Как в магазин сгонять.
Естественно, Германии, Италии и Японии Рузвельт ничего продавать не стал. Предложение было только для хороших ребят. Так что США стали арсеналом демократии, государством, которое не воюет, но на чьей индустрии держатся союзнические войска. Одновременно Рузвельт морально готовил себя и страну к тому, что воевать все-таки придется. В 1941 году он выработал обоснование, за что будет бороться Америка, а именно за 4 свободы Рузвельта: свободу слова, свободу совести, свободу от нужды и от страха. Каждую из них изобразил на 4 известных картинах художник Норман Роквелл. Ну а в декабре 1941-го Америку втянули в войну напрямую. Японские самолеты атаковали морскую базу Перл-Харбор и уничтожили Тихоокеанский флот. Рузвельт в известной речи к Конгрессу назвал атаку навсегда опозоренной датой и объявил странам оси войну. Первые годы Штаты фокусировались на Тихоокеанском театре войны, продвигались вперед, прыгая с острова на остров, и в итоге потопили практически весь японский флот. В 1944-м произошла высадка в Нормандии, а в 1945-м Германия пала. Все это время Рузвельт был вовлечен в военные вопросы, но главной его задачей стало сохранение альянса с другими союзниками. Рузвельт регулярно встречался с британским премьером Уинстоном Черчиллем. Вдвоем они участвовали в крупных конференциях с Иосифом Сталиным в Тегеране и в Ялте. В процессе всей этой дипломатической работы Рузвельт стал главным сторонником идеи создать после войны международную организацию. Такую, которая объединила бы нации мира. Ровно с этим названием ООН, Организация Объединенных Наций, и была основана в 1945-м. Под руководством Рузвельта Соединенные Штаты в течение войны разрабатывали новое оружие – ядерную бомбу. Рузвельт умер, так и не застав сначала ее испытаний, а затем применения и последствий в Хиросиме и Нагасаки. Приказ об этом отдавал следующий президент – Гарри Трумэн. Однако именно Рузвельт создал Манхэттенский проект, собрал ученых и выделил деньги на разработку бомбы. Трумэн вообще не знал о ее существовании, пока не стал президентом. Франклин Рузвельт умер в апреле 1945-го, за считанные дни до победы над Германией. Поскольку его здоровье, не только инвалидность, но и другие возрастные проблемы скрывались, его смерть для многих стала шоком. Все шло к концу войны, и масштаб личности Рузвельта был абсолютно неоспорим. Конечно, наследие Рузвельта не идеально. Его успешные попытки оставаться на посту президента десятилетиями привели к тому, что Конгресс в итоге принял отдельную поправку к Конституции, 22-ю, которая ограничивает президентов 2 сроками. Теперь это не обойдешь. Однако свой главный грех Рузвельт совершил во время Второй мировой. Приказал свести в лагеря американцев японского происхождения, которых считал угрозой безопасности на западном побережье. Многие из них были иммигрантами 2-го и 3-го поколения, у которых из связи с Японией были разве что имена и внешность. В 70-х американское правительство официально признало, лагеря для японцев были ошибкой и начало выплачивать компенсации. Однако в истории Рузвельт вполне заслуженно остался одним из величайших президентов Соединенных Штатов. Победа во Второй мировой и строительство будущей ООН создали мировой дипломатический порядок, при котором мы живем до сих пор. Социальные программы Рузвельта оказались популярными в стране, где социализм никогда не любили. Американские левые на вопрос «Вы социалист?» научились гордо отвечать «Нет, я демократ нового курса». В романе Филиппа Дика «Человек в высоком замке» описывается мир, в котором нацистская Германия и Япония выиграли Вторую мировую войну и поделили мир между собой. Чтобы это произошло, Дик поменял в реальной истории всего одну вещь. Джузеппе Дзангара, который действительно стрелял в Рузвельта, но промахнулся, в книге попал и его все-таки убил. Мы не знаем, было бы оно так, если покушение было бы удачным в реальности. Но знаем другое. Пока некоторые президенты и их сроки забываются быстро, Франклин Рузвельт дал по-настоящему новый курс не только американской, но и мировой истории. До завтра!